в поселке Фунхуан у нас начинается с того, что мы завтракаем. И завтракаем традиционной гуандунской кухней. Это такие вот лепешечки, не лепешечки, не знаю. Короче, это на основе, значит, рисовой такой смеси, вот, липкой, вместе с яйцом тушится, значит, зелень, там, мясо, грибы. И, значит, ну, точно такая забавная омлет. Не знаю, как это выглядит. Вот, довольно вкусно, мы уже кушали. Такой вот поддончик, на поддончик, значит, она заливает эту вот жидкость на основе риса клейкого, потом туда добавляет яйцо, зелень, там, мясо, то, что по вкусу. Все это потом скручивает в такой рулетик, и получается вкусный запах. Ну что же, доброе утро из поселка Фэнхуан, дорогие друзья. И сегодня у нас снова будет мощнейшая дегустация гуандунских улунов. Наша сезонная работа начинается здесь. Не продолжается, потому что началась она еще вчера. А сегодня мы продолжаем. Сегодня мы приехали к ребятам, которые занимаются чуть-чуть более высокоуровневыми, скажем так, гуандунцами. И мы, кстати, были у них на фабрике, снимали довольно большой репортаж про производство шуйсяня, такого, скажем, высокогорного. И от них тоже у нас много было разных чаев, но не только, конечно, от них. А сегодня мы пробуем сразу, тоже будет много дегустаций. Прежде всего, это вот 6 сортов таких средних улунов. Первые два — это у нас милансянь, обычный милансянь пониже, который растет. Второй вот сейчас я сливаю, это милансянь высокогорный или гаошань милансянь. Потом у нас два сорта давуе, большой темный лист. Я спросил, зимний ли он. Ну нет, он выше давуе, это не зимний, это весенний тоже. Да, яшисян тоже весенний. Они сейчас прошли нужное количество хунбэев. Так, у меня, по-моему, слишком большая крышка. Да, вот так. И последний у меня это гунсян. Такой есть тоже сорт. Это уже чаек посерьезней. Так, сейчас будем дегустировать. Первый проливчик. Так, ну что, начнем сливать. Так, у нас тут крышечки, по-моему, можно смело поменять. Так, ну что, пробуем. Второй пролив. Ну, это как раз те гуандунцы, которые то, что нужно. Третий — это давуе. Ну, послевкусие у него какое-то немножко грубоватое. Хотя, конечно, играет красками, это чай круче. Сейчас будем дегустировать. Дегустации нужно, точнее, не нужно, но можно немножко закусывать чем-нибудь, потому что гуандунцы — это безумнейшая вещь. Слушай, ну чаек крутой, он другой вообще. Но я как бы и не сомневался, собственно, мы тут не находимся. Как понять, что ты профессиональный тестер? Это когда ты можешь есть печенюшки, да хоть, блин, не знаю, лапшу острую заедать, и все равно все чувствуешь. Ну тоже, ну, по-моему, вот это вот не то, да? Ну, оно просто слабее, чем вот этот, очевидно. Да. Это же два давуе, да? Да, это давуе. Если друг с другом сравнивать, то вот этот слабже. Угу. Этот просто прям совсем тенисянистый, а этот как бы такой немножко плотнее, больше огня. Так, ну что, наш выбор пал на два милансяна, яшисян и на гунсян. Итого 6 сортов готово. Хозяин говорит, так, что, говорит, 2 чашки, ну-ка давайте 3 чашку тоже поставим, я тоже с вами пить буду. Я говорю, ну давай, братан, что ж. 7 сортов. Сейчас расскажу, каких 7 сортов. Это уже чай, как считать, как гаодуанда, то есть высокоуровневый. Продолжаем дегустацию наших замечательных гуандунских улунов. И мы поняли, что мы пришли к нужному состоянию сознания, когда даже печеньки уже не помогают выйти из чайного состояния. Но чай по-прежнему есть сила оценивать. Просто некоторые сорта, которые нам сначала не понравились, у них раскрылся вкус чуть позже. Все-таки первый пустой, второй пустой вообще, третий интересный, я бы его все-таки зацепил. Четвертый плотный и прикольный все-таки, хоть и грубый. Пятый, ну, если вопросы вызывают, я думаю, не надо брать, если есть вопросы. Лесом пятый. К нему есть вопросы, мы не будем его брать. Итого мы берем 6, 7, 3 и 4. Да, первый, второй не нужен. Да, ну что, из 7 выбрали 3. Это уже хорошо. Естественно, эти 3 оказались самыми дорогими. Тоже хорошо. Так, ну что, у нас начинается набор на роль 3 линии. Да, в общем, сейчас набираем плавно коллекцию следующих улунов. Я записываю, какой откуда. Так, итого у нас 3 сорта. Готово. Первый называется Канджао Лао Цун. Второй называется Чунтисян. Это Лао Цун Сонджун, а это Дун Фангун. Итого мы продегустировали 6 сортов, еще 7 сортов.
И еще 6 сортов. Ну, это только вообще эти сорта, которых там бывает каждого по там чуть-чуть 9. Так, в этот раз нас решили напоить 8 сортами сразу. Ну что, поехали. Может, начинать с первого сливать. Там чай нормально. Первый очень неплохо. Второй, по-моему, я пока его не понял. Аромат какой интересный. Заинтриговал он тоже. В сухом еще виде заинтриговал. Ну, эти чаи, они все, каждый из них можно просто сидеть вот тоже пить внимательно. Каждый. А мы их тут по 8 штук пьем. Ну что, на этом, я думаю, мы завершим наш сегодняшний обзор чая. Мы пьем самые высокогрейдовые сейчас гуандунцы со старых деревьев. 200-300 лет деревьям. Вот. Пьем их очень внимательно. В принципе, можно вдыхать ароматы, и чай даже не пить уже хорошо. На самом деле вопрос о том, почему нужно пить высокосортный чай, у меня вообще-то даже не встает. Потому что ты вдыхаешь ароматы, потому что он расслаивается на такое количество нот и красок, что это неописуемо вообще. То есть это просто надо пить и все. Это, знаете, как рассказывать про музыку. То же самое рассказывать про чай. То есть можно, конечно, описать, найти ассоциации, но тут как бы вот попил и все понятно. А вот, кстати, современный способ пропекания гуандунских улунов на углях или мутанбэй. То есть, как вы видите, такой довольно-таки современный сушильный шкаф, но при этом современный сушильный шкаф работает не на электричестве, не на газу. Он полностью температуру обеспечивает здесь уголь. Внизу такой вот ящик. Причем видно, что этот шкаф был, видимо, сделан на заказ или адаптирован как-либо, потому что ящик полностью сварен полуручную. Ящик для угля, который загоняется вниз. И единственное, что там есть электрического, это датчики температуры и вентилятор, который, собственно, прогоняет воздух, а так, чтобы он проходил на все уровни запекания чая в финальной стадии. То есть вот, собственно, в мутанбэй происходит более современным способом. При этом здесь же у них есть традиционный способ, где на дровах это все делается. Есть как бы способ такой. На самом деле зависит исключительно от пожеланий и от производителя, то есть как именно это делать, потому что часто бывает так, что, значит, обжарили на котле, да, значит, потом смяли, потом, значит, посушили на дровах, и получается молоча. А здесь как бы уже финальная стадия запекания на углях. Аналогично так же, как и сушальское производство. Поэтому здесь конкретно сколько именно держать, какая температура, сколько раз это делать, какой именно подбирать уголь, потому что будут разные уголь, разные деревья, то же самое готово. Это уже такое вот мастерство, которое всегда выбирает уже технолог-мастер. Поэтому это такая самая тонкая процедура. Конкретно я вот лично вижу первый раз именно такой способ, потому что Чаочжоу, так же как и в общем-то в Шане, и в других местах, где занимаются запеканием последней стадии ФБ, обычно делают в корзинах больших и традиционных лун. Здесь же такой более современный способ, но при этом он полностью адаптирован под то, чтобы это было не в электричестве, а чтобы это было действительно на углях, просушено таким более современным способом. А вот, собственно, уголь. То есть вот такой вот настоящий древесный уголь, самый обычный, конкретно эти какого-то фруктового дерева, но когда я уточнил какого, они говорят, что именно это, не знаю, какого. Вот, хотя выбирают тоже, когда запекают сорта подороже, потому что здесь сейчас запекается обычный мелансянь, но мне было приятно, что на самом деле даже обычный мелансянь не все запекают на, как говорится, на дровах. Ну, конечно, не всех сортов касаются, самых там дешевые, типа Планжесяна и прочие, делаются на электрических сушилках, но в данном случае вот такой вот на дровах. Это приятно. Заехали к нашим друзьям, которых только что дегустировали очень долго. Целую гору гуандунцев, на самом деле, даже сложно посчитать сколько, по-моему, под 20 сортов. При этом эти 20 это все такие сорта, так называемые гаудуанда. То есть это вот ребята, как раз, которые непосредственно, у них ферма на пике Удун. Причем у них самая высокая ферма, реально. То есть она прям расположена уже там за территорией всей деревни. Это хутор такой отдаленный. Там есть, конечно, еще таких же несколько, но она вот прям вот самая-самая высокая. Там дальше уже воинская часть начинается.
И посадки у них тоже прям непосредственно перед пиком. Перед самым пиком Удун, то есть древние чайные деревья. Там тоже, кстати, я у них уже бывал раньше, показывал эти чаи. Может быть, сегодня тоже съездим на гору, посмотрим, если успеем. Так или иначе, да, сейчас уже у нас ноябрь, середина ноября. Чай, естественно, не собирают. Более того, именно на самом пике собирают его только весной. Поэтому сейчас делают као-хо. То есть, где я сейчас нахожусь, то, что в Ишане называют хунбэй, здесь называют као. То есть, тоже запекание, по сути, чая. Технология очень похожа. Это тоже вот угли. То есть вот такая вот лопаточка, и там аккуратненько присыпаются пеплом угли, для того, чтобы не было слишком много жара. То есть вот я сейчас вот расковырял, можно посмотреть, что там вот красное, прям вообще все, и очень даже жарко становится сразу. Они специально очень так нежно присыпаются тоже пеплом, для того, чтобы жар был, скажем, нормированный. То есть, в принципе, на самом деле, вот, то есть на том уровне, докуда идет чай, там очень-очень такое тепло, не сильно. То есть, даже бы сказал, такую температура, может быть, градусов 45. Но это сейчас, видимо, потому что подостыл, потому что вот сейчас у мастера спросил, он говорит, что температура должна быть около 100-105 градусов для запекания, и само по себе запекание идет аж 10 часов. И причем запекается буквально вот несколько дней. Это здесь у нас Удун Басянь, то есть Басянь, чай Басянь с Удуна. 8 бессмертных, один из самых известных вообще чаев на Удуне и таких востребованных именно из-за своего такого тонкого вкуса. Вот здесь тоже еще 2 сорта запекается. Что там запекается? Не написано. Да, очень маленькая комнатка. Почему маленькая? Потому что занимаются они сортами самыми высокогрейдовыми, и у них количество все, вот, партия чая, может быть, даже с одного дерева она там, то есть вот, 3-5 зини, такие вот, очень немного. Более массово тоже бывает делают на углях, но чаще всего это делается в сушильных шкафах, бюджетный чай, либо тоже, вот как мы видели вчера на другом производстве, такие тоже на углях, но там много поддонов и больше объем можно обработать. В принципе, качество самого запекания похоже получается. Но самое традиционное это вот корзина, здесь такой вот, либо как в Ишане это делается ломка, а здесь это такой железный просто короб, да, такой круглый, труба. И просто, по сути, это была труба, ее, видимо, сварили сами, потому что видно, что вручную сделано. Хотя здесь, конечно, есть уже производство, кто специально под запекание изготавливает такие корзины, изготавливает вот эти вот короба, куда на дно складывается уголь, вот, растапливается, потом насыпается пеплом, да, и сверху ставится корзина. В корзине посередине перепонка, на нее насыпается чай и сверху закрывается подносиком бамбуковым. Почему бамбук? Потому что если это будет металл или какой-то другой материал, то он будет влиять плохо на чай, и, соответственно, аромат и прочие всякие нюансы, скажем так, не получится нужного качества, нужного параметра. Более того, в принципе, это постоянно нужно следить за состоянием запекания, то есть здесь, хоть они там уезжают, приезжают, но как минимум там каждые 1,5-2 часа сюда кто-то возвращается из семьи, такой смотрит, что там как. Нужно ли там подсыпать пепла, либо там что-то еще поменять, смотреть за температурным режимом. То есть на каждом из корзин такой вот висит градусник температуры, то есть можно посмотреть, сколько там, таким образом следить за состоянием, потому что если температура будет нарушена, может чай испортить, сжечь его, либо наоборот, если он как бы температуры не хватит, то, собственно, не пропечется. Вот, например, сейчас вот просто я снял корзину, долго держу, видно, что температура как бы подупала, наверное, сейчас надо будет часть пепла убрать, вот, и, собственно, для этого здесь эти лопатки лежат, чтобы температуру поднять, и она стала снова такой, какой нужно. Решили подняться все-таки на пик Удун, несмотря на то, что сейчас здесь не идет сбор чая. Понаблюдали, как идет хунбэй сейчас. На пик Удун все равно хочется подняться, потому что очень красиво. Мы уже бывали в этом чайном саду, но в таких местах можно бывать снова и снова, поэтому решили съездить 3 года назад сюда. Ездил, сейчас вот мы решили тоже снова прогуляться. Какая прохладная погодка наверху. Тут, кстати, дорога, куда мы приехали. Обычно сюда вообще никто не ездит. Это тоже такая грунтовка, которая вокруг самой вершины пика. Тут такая воинская часть, которую мы не можем ставить в кадр по понятным причинам. И прямо около нее вниз начинаются чайные сады. И именно вот этими чайными садами владеют наши друзья-фермеры. То есть это их плантация непосредственно. И им принадлежат одни из самых старых вообще деревьев на пике Удун в принципе. Поэтому очень, скажем так, гордимся тем, что с ними сотрудничаем. У нас, не сказать, что прям очень много вообще поставщиков с Удуна, но те, которые есть, я считаю, что они крайне достойные. У них очень крутой выбор. И действительно редкие чаи, которые доступны только здесь. Поэтому сейчас пойдем посмотрим на старые чайные деревья.
Гуляем вниз к плантации. Даже плантация языки поворачивается назвать чайный сад. Сады нескольких семей. Наших ребят плантация вот здесь вот немножко пониже, и потом выходит туда наверх. Но пройти неудобнее через низ сейчас спуститься и подняться обратно. В основном старые кусты, старые чайные деревья, это буквально там 2-3 дерева, уже какой-то бывает даже отдельный сорт. Бывает так, что деляночка там а-ля там 15, 30, там 100 кустов, тоже вот только тут, и этот сорт называется так, и больше этого сорта нет. То есть его там, конечно, клонируют, пересаживают. Видно, что здесь тоже можно встретить по пути посадки молодых деревьев. Вот именно самое ценное, конечно, сырье всегда считается со старых чайных кустов или лаоцунов. Вот мы догуляли до самого старого чайного сада. Сразу же его вспомнил, потому что уже здесь приходилось бывать. Правда, немножко другой был сезон. Сейчас вот так приятная прохлада. И, кстати, сейчас сезон, когда фермеры окучивают чайные кусты. Вот буквально недавно тут проходились. Видно, что окучивали, то есть за ними ухаживают, как за плодовыми деревьями. Потому что уже большие достаточно деревья. Это уже даже не кусты, а действительно чайный сад. И видно, что расстояние, собственно, между кустами тоже достаточно большое. Почему называется даньцун, одиноко растущий куст, перевод. Единственное, что меня всегда удручает вот везде, вот этот их мусор. Ну сколько можно это вообще? Когда наконец начнут убираться как следует. Может быть, когда-нибудь это тоже будет. А так, конечно, Пекудун — это потрясающей красоты место. Туманы вот эти. Хочется здесь всегда задержаться, посидеть, попить чая. То есть место крайне живописное. И чай тоже соответствующий.